Здравейте, приятели! Това видео ще се различава драстично от другите видеа в канала. В него от първо лице ще чуете историите на украински бежанци, настанени в град Несебър. За съжаление, не можем да направим нищо, за да спрем тази братоубийствена война, освен да се помолим. Приятели, в момента се намираме в първия пункт в град Несебър, пред кафе бар Канела. Може би не съм ви споделял, но всъщност аз имам украински корени, имам руски корени, имам и белоруски корени. Баба ми в момента живее в Беларус, имам роднини, които в момента са привикани на служба и мобилизация в Украина и имам роднини, които са привикани на служба и мобилизация в Русия. Тоест това са хора, братя, които не знам кой, не знам поради каква причина, но те в момента ги карат да воюват тези братски, дори не мога да го кажа братски народи, понеже това е един народ. Тези народи ги карат да воюват един срещу друг. Не знам дали разбирате колко е тъжно цялото положение. Все едно да вземат един ваш братовчет, да вземат втори ваш братовчет и да кажат бийте се. Отвратително. Това е най-гнусното нещо, което се е случвало, защото ние се спомняме много войни. Това са на расова основа. Войни за ресурси и така нататък. Обаче война между наистина една нация и един народ, това е отвратително. Също така мъжете, които гледат това видео с на възраст между 18 и 60 години, радвайте се, че вие живеете тук в България, защото ако бяхте някъде там, щяхте вече да бъдете привикани, ще да ви бъде дадена една пушка, при отказ със сигурност щяха да дойдат да ви вземат от вратата и да ви пратят на фронта с една пушка и да ви накарат да се биете. Това е реалността. Затова в момента всички тези снимки, които ги виждате на хора, които се разделят, хора, които плачат, семейства, които се разделят, те наистина се разделят, защото майки, деца, баби заминават извън страните, а мъжете остават да се бият срещу свои, до голяма степен, собствени братя, сестри и братовчеди. Пак казвам, не знам кой го е създал, кой го е измислил цялото това нещо, но това е отвратително гнусно, приятели. Нека сега да влезем вътре и ако можем да попитаме въобще как можем да им помогнем на тях. Така че да продължаваме. За всеки от вас, който иска и има желание да помогне, оставям в описание списък с центровете за помощ в цялата страна. Значи помощ трябва ни за всичко, абсолютно, особено за храна. Храна свършва много бързо, детски храни, памперси, хляб, консерви, свинско варено, такива неща. Благодаря на хората вече имаме всичко, на обикновени хора, които живеят тук, и руснаци, и казахстанци, и българи. Всички идват, всички носят абсолютно точно, с торби, с коли, пълни багажники и така нататък. Помагат обикновени хора, които имат пари, нямат пари, все пак носят, всички носят. Една бабичка вчера влизаше, горе-долу 80 нещо години и носи такива домашни буркани с сладко, разбирате, с компоти. Ето, да, не, в крайна сметка, наистина в такива ситуации аз съм забелязал, че ако ние самите не си помагаме един на друг, наистина няма как да разчитаме на някой друг да ни помогне. Консула на Украина никой не помага. И никой не иска да организира някакви неща, да имаме обща база на пристигнали беженци. Списъци, нещо такова. Никой. А вие ги настанявате, нали? Вие къде ги настанявате? Колко навсякъде. В момента в Форт Нокс, Слънчев бряг, срещу аквапарка настанени 630 човека. Само там? Да, защото самият собственик, той 20 години живее тук, той е украинец от Одеса. И той ги настани всички, колкото по възможност. А добре, какво ще стане с тези хора, примерно след 3 месеца, когато хотелите отворят? Не знам какво ще стане с тези хора. Никой не знае. Сега за една седмица колко хора всъщност са дошли тук? Не в цяла България? Общо в Несебър и Несебърска област около 1200 човека. За една седмица? Да, точно бройки не знаем, около 1200. Тоест, ако расте всичко в експоненциална прогресия, както явно се случва, ние следващата седмица очакваме още 3000 души, след още една седмица очакваме 6000 души. Да, и мъже ми има връзка с граници, на граница чакат автобуси вече по един ден стоят.
натоварени с жени, с деца. А могат ли хора, които примерно имат къща на село, да настаняват там? Естествено, настаняваме навсякъде. Вчера ето от отче настаниха жена с 5 деца в Айтос на село при една любезна жена, която предоставяха целият етаж от къща. Браво. Значи се търсят и хора, които имат къде да настанят. Естествено, но търсим най-първото някаква държавна помощ, разбирате? И някаква организация на това нещо. Защото всичко е разхвърлено. Всички щабове също разхвърлени. Никой не комуникира помежду си. Не комуникират. Не искат да комуникират. Добре, ние можем да оставим всички тези контакти долу в описание, наистина откъдето вие сте, да можем да помогнем максимално, който има желание. Добре, Даша, а може да ни разкажеш твоята лична история? Защото мъжът е от Харков. Да, мъжът ми е от Харков, той е украинец, свекърва ми също. От първо лице какво е положението? От първо лице Харков почти няма, град вече няма. На данный момент мы рады, что мы добрались в безопасное место. Я приехала с 2 дочерьми, у меня 2 дочери подростка. На данный момент мы рады, что мы нашли убежище. Будем работать при этом в волонтерском центре и строить планы на будущее, определять, каким образом дети будут жить дальше. Мы очень надеемся, что в нашей стране быстро все наладится, и мы сможем вернуться домой. А другие ваши близкие, муж, дедушка, папа? У меня из родственников только муж. У нас военное положение, мужчины страны не выпускают. Будем все надеяться, что это быстро закончится. Чем можем, помогаем, стараемся. Большое спасибо. Да, и вам большое спасибо. Мы приехали в понедельник поздно вечером. Нас приютил отец Петр у себя возле церкви. Я приехала с 3 детьми. У меня в Виннице, это центральная часть Украины, осталась вся родня, и остался муж, и мама осталась. И родственники все остались. У нас в Виннице на данный момент, когда мы уезжали, было еще спокойно. Все разрушения, которые уже были, это были уже 120-150 километров от нашего города. И в первый же день у нас в Виннице, вокруг в Винницкой области есть много военных частей, которые были же в первый день взорваны, были направлены, я не знаю, какой вид оружия был направлен, но взрывы слышны были даже в центре города, хотя склады находятся за пределами города, там, в пределах 15-20 километров, но очень было страшно, очень это... Влияет на психику. Это очень влияет на психику. Вы знаете, когда мы уже ночью дети просыпаются, говорят, мама, летит что-то. Это очень страшно. Хотя это в небе что-то. Вот, да. И они просто уже подсознательно воспринимают любой шорох. Самое главное маленьким показать, что ты спокойный. Вы не представляете, как это сдерживать свои эмоции перед детьми. Это очень сложно. И главное, я не знаю, я говорю только, что все будет нормально, завтра будет другой день, и все будет хорошо. Я не знаю. Они меня спрашивали, почему мы уезжаем. У нас же все спокойно. Но в силу понимания того, что происходит на Украине, я не уверена, что в моем городе будет спокойно сегодня. Я не знаю, как будет к вечеру. У меня есть, к сожалению, близкие в Виннице именно. Профессор университета. Он посылал моему биологическому отцу данные. Так и так мы все еще живы. Я учу студентов, как делать коктейли Молотов. Мы по целым ночам сидим в университете и делаем коктейли. И ждем. И в то же самое время есть и родные, которые с другой стороны тоже, к сожалению, наступают. Да. И это тоже правда. Больше того, настолько это все парадоксально и не укладывается в голове абсолютно. Потому что у меня родные тоже есть с той стороны. Они есть в России, они живут в Москве. Люди гибнут, мирные люди гибнут. И не дают ни зеленый коридор, ничего, чтобы вывести этих людей. Ну как так может быть? Люди без света, без воды, без ничего сидят в подвалах. И при этом все говорят, что это норма, наверное, для кого-то. Как так может быть? Я тоже не понимаю, какие чудовища это создают, потому что это ясно, что как-то, это общий какой-то план. Как это возможно вообще придумать это
извращенство, которое происходит сейчас в 21 веке. В 21 веке. Это... Мало того, как можно стрелять в школы, как можно направлять оружие на детей. И даже видела по новостям и читаю в сетях, что обстреливают дома, приюты. Ну как такое может быть? В наше время. Это я не знаю, как можно деградировать настолько, чтобы идти, да, чтобы идти на какая разница нация? У нас сейчас нету наций как таковых. Я не знаю, какие границы могут быть, что делить. Да. Это мне сейчас спокойно, потому что я вот общаюсь с ними, и я понимаю, что они живы-здоровы. Услышала утром голос мамы, мужа, все нормально. Но я понимаю, что это может быть завтра, этого может не быть. Только наслаждаемся вот такими моментами, маленькими моментами. Детям утром говорю, вот смотрите, мы пошли утром в церковь, помолились, позавтракали. Я говорю, ну слава Богу, что у нас сейчас так. Да, у многих есть и хуже. Нас очень помогли здесь, очень помогают. И я в свою очередь тоже уже пришла, говорю, давайте я хоть что-то буду делать. Да, потому что дома сидеть я не могу. Это только читать негатив, а чем-то помогать нужно. Поэтому я здесь и пытаюсь хоть... это не помощь. Самое маленькое, которое вы можете сделать. Да. Ну дай Бог, реально, чтобы все люди, которые приезжают, чтобы как-то вы могли вообще создать базу, чтобы они могли помогать или вот хотя бы чем-то заниматься здесь. Постараемся, да. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Многие из тех, кто приезжает, первый раз попали за границу, и это те люди, которым мы пытаемся помочь в первую очередь. Вчера у нас была бабушка с дедушкой и 5 детей. Дети не знают, что родители уже... Их нет. Да. Вот. И таким людям мы стараемся помочь в первую очередь. А люди приезжают постоянно, насколько я понял, потому что вы неделю уже не спали. Ну, я живу здесь, я ночую. Буквально здесь живете? Да, я там ночую на диванчике. Ну, вы герои, получается. Нет, герои те, кто там. Приятели, както виждате, наистина тук движението не спират денонощно. Тъжно е положението, приятели. Отиваме сега и към другия щаб, за да видим и там какво е положението. Продължаваме. Вдоль роете ям, в общем, это все страшно. Не дай Бог, понимаете? И така, приятели, ние сме и във втория щаб в Несебър, в магазин Катерини. Двата щаба са в непосредствена близост един до друг. Кажете какво се случва тук при вас, колко хора минават, от какво имате нужда, какво нямате, какво бихте искали хората да ви изпратят. Обяснете по-подробно за какво става въпрос като цяло. В момента най-много нужда имаме от хранителни продукти, топли дрехи и одеяла. По-скоро одеяла и спално бельо. И за доброволци. А т.е. нямате хора, които да ви помагат. Вие колко човека сте? По списък сме 30 човека, реално се явяват 4-5. Да, а вие сте от Червения кръст? Да, Червения кръст и доброволци, хора, които искат да помагат. Браво. А къде ги настанявате тези хора всъщност? Тук горе също настаняваме хора. А тук има отгоре хора да. настанени, така ли? Можем да отидем при тях да се видим с тях? Разбира се. Окей. Да отидем тогава да се видим с хората, които са настанени тук, над магазин всъщност Катерини, в Несебър, и да видим от първо лице те какво ще ни разкажат за въобще цялата ситуация в момента. Айде! Спасибо тебе, дружочек, спасибо. Жили мы в Одессе, в Украине. Все у нас было прекрасно и замечательно. Ну и в один миг это все разрушилось, потому что начались очень сильные выстрелы, взрывы. Ребенок у меня проснулся от ужаса, и вот так вот ее трусило. И сутки она вообще не могла успокоиться, потому что были очень сильные удары. Вот. Слава Богу, что нигде возле нас не попало. Муж работал, у него в цеху вылетели стекла. Они быстро уехали, сказали, слава Богу, что нас не поубивало. Мы уже вторым рейсом поехали, и, конечно, несмотря на то, что мы поехали одни из первых, сама поездка была просто адом, потому что у нас ребенок, и он очень маленький, он очень испуган был, он голодный был, ему было очень тяжело.
Что вы взяли? Мы с собой взяли вещи, но ребенок, ему другое питание надо, детское, которое теплое. И он не понимал, почему нет папы, почему нет никого из своих, такого, и куда мы едем, много людей разных. Вот. Водитель нас вез, спасибо ему, потому что он ориентировался по местности, где безопасно. И нам действительно повезло, потому что следующий автобус, который отправился, он попал под бомбежку. И ударило, вот такой осколок, выбило стекла, ударило. Автобусом? Да, помяло автобус. Вроде никто не пострадал. Но они попали в вот такую ситуацию. 2 суток мы ехали, 2 суток у нас, в общем, мы уже были все в очень сильном ужасе, стрессе. Ребенок все время кричал. И мы переживали из-за своих близких, которые там остались, потому что все мужчины наши, и все наше лучшее осталось дома. И не понимали, куда мы едем, как нам сказали, мы едем в никуда. Во-первых, никто не ожидал такого, что произойдет, что еще из России, там, где у нас куча родных и близких. Мы их очень любим. Но чтоб так... Чтоб брат брата... У него до сих пор шок от этого всего. Конечно, а что вы ему объясняете? Почему папы нету? Как это объяснить? Почему? Невозможно. Он, когда слышит слово «папа», у него крик. Мы попытались связаться по вайберу с папой. И он... Сейчас. Да. Он очень нервничать начал. Он даже не захотел говорить. Стресс. Когда мы уже, слава богу, на вторые сутки добрались до границы, хотя там не так долго ехать. Нас встретили в Румынии волонтеры. Спасибо им огромное. Они просто нас отогрели. Мы не ожидали такого теплого приема. Дали нам продукты, дали нам теплое одеяло, потому что мы замерзли. Дали нам чай, дали нам все, вот, что могли дать в первую помощь, и отправили дальше. Дальше мы опять ехали. Нам казалось, это никогда не закончится. Нас встретили тут девочки, волонтеры, Кити, да, из Красного Креста. Хозяйка Катерина, да, дочка ее, звонится, да. Боже, спасибо этим людям. Они нас просто, знаете, уже бездыханные практически тела так вот перенесли сюда. Дали нам какое-то для ребенка все необходимое, да, и обогрели, приняли. Немножко мы как-то успокоились, наверное. Нам помогают. Тут внизу есть Красный Крест. Они выдают продукты. Вот ребенку каждый день нужны продукты. Дали нам, вот, вы видите, тут где спать, холодильник, тут все есть. Мы очень довольны, потому что, наверное, многим и этого нету, они в палатках. На Румынии стояли просто палатки, так что мы очень благодарны. Но если сравнить, вот что у нас там было и тут, то мы хотим, чтобы у нас был наш дом, как и был, чтобы у нас никто это не отбирал. У нас было красиво все, и город был, и море было. Мы как бы не хотим жить просто вот, как, знаете, эти иждивенцы. Да, мы хотим опять в своей стране и работать. И тут хотим, как бы, чтобы нам могли предоставить работу и жилье, чтобы мы могли зарабатывать. Мужчины с вами переезжали? Нет, у нас мужчин за пределы. Только если там, наверное, какой-то ребенок едет и папа, грудничок, может быть, но вообще не выпускают никого. Все наши мужчини. Да. Приятели, сега дойдохме при Пенка, Лиля и Маша. Пенка е бесарабска българка и нека от тях да разберем тяхната история и как са дошли при нас. Ние сами не можем да разберем какво става. Ами 24-го събудихме се в 5 сутрин от взриви. 4 взрива, ние не можем да разберем който. Да. Аз написах у Вайбера, събудих се и пиша у Вайбера, ко стана? Всички пишат взриви. Който това? Казват, война се начинало. И начинах да трепера, и не мога да разбера какво да правя. Какая война, с кем война? Да, и какво да правя, и никъде не се надявахме, че на нас нашия брат ще нападне, и защо, и за ко, и за какво те не се могат да се договорят, народа да страдае. И тоганка отидах при моята сестра, тя в Тарбунар, аз съм бесарабска българка. Дошли моите предки в 1820 година, бягали тоже от Турско в Русия, в Украина. И посидях там 2 дена, ми позвониха, имах проблеми в Одеса, пак се върна в Одес.
там такого мародерству, стоях на вокзала, чаках автобуса, и тук сразу мо грабяга, 3 чуляка наркомани. Аз бях сняла 2000 гривни в това и ги турнах в рюкзака, за който няма хора близко. И аз си думам, няма нищо опасно. Сплатих си за автобуса 150 гривни, останах ми 1850, не разбрах даже как. И такова каза, че мародерство пуснали 1000 или колко чуляка от тюрмите. От затворите? От затворите. Да. Страшно дело. И ни избягахме насам. И това е. И чува ми се сега, че тревога у нас. Да. И взрывы това... есть иногда, но где-то сдалека, не рядом. У нас просто там есть этот, как это называется, школьный, как Ну да, аэродром, у нас, да, нали каза, че военный аэродром, той рядом у нас. Не затова избягаме, че да е страх, да не пали да са... Где-то слышно, но оно, если оно, если оно бьет, так оно страшно, как бы стекла аж начинают вибрировать. Мы в новых домах, а новые дома высотные, я на 10 этаже, она тоже живем на 10 этаже, и боимся, оно начинает все труситься, мы боимся, убежали. Ребенок один раз услышал, я ее прям так всю перекосила, и начала трястись прям. Да, ну оно, если даже взрослый человек стоит, у него ноги подкашиваются, знаете, этот страх страшный. Так это сдалека. Представьте, если будет как вот там в Харькове, оно как бы... Когда оно здесь? Когда оно вообще здесь вообще, наверное, можно реально потом таким стать. Да, ужас. А как вы объясняли-то, наверное? Конечно, не. Тебе казала, че гром, молния. Она просто, ну, да, вы сказали гром, да. Дождь будет, молния. А почему тогда, что объясняете, почему в другую страну уехали? Она не знает, на экскурсию мы говорим. Не понимает, говорю, у нас там война может начаться, как бы мы так говорим. Она не понимает, что это такое. Что может начаться, мы как бы здесь дети, она играется, все так. Я, например, всю жизнь работала, у меня было свое производство, швейный цех, я швейной занималась. И внучка у меня оставила, второй внучке 27 лет, я оставила ей, она занималась, оставила там товара на 500 000. Это вот, и побежала, оставила все, ничего, уже она в Германии. А вы что взяли с собой? Вообще почти ничего, мы как-то бежали. Она вообще ничего, с одной сумочкой с ребенком. Да. Я хоть взяла, как более старший человек, это вот держала сумку и бросала все туда, теплые чуть-чуть вещи, это вот там один костюм на лето. Одна, а я вдвоем, я поместилась, то и сунула, а что-то может поместиться. Ну, потому что муж там, она надеется, что она вернется. Я надеюсь, что к нему вернусь, да. Вот те, что в городе Одессы, они там видели прямо у них рядом, что-то там пролетало, и они уже как это, знаете, во сне просыпаешься, какой-то тебе страх, ну там, я вот даже, Маша заснула, вот это когда был взрыв, я потом ночью только заснула и просыпаюсь, говорю, Маша, отойди от окна, я думаю, что это со мной, короче, как-то оно уже... ты сам не управляешь, оно какой-то этот страх. Ну, молодцом, вы даже пытаетесь улыбаться и, ну, как-то... Не, ну мы еще нормально, потому что наша Одесса как бы еще в порядке. Пока что. Да, пока что. Не ясно, что там. И каждый год, каждый день молимся, чтобы ее не испортили. Какие у вас сейчас планы, в смысле? Мы надеемся, что как-то война закончится, но как-то она заканчивается, что-то все города вот эти больше рушат немного. У нас же начнется, что людям кушать там будет нечем. Ну, как бы многие уехали, но больше половины, даже не знаю, какой там часть, только, может, 15% выехала, а остальная часть на Украине. Мы уже привыкли ко всему уже, и к тому, что у нас дорого все стало, и все, мы уже, только оставьте нас жить. В Одессе говорят, не надо нам помогать, только не надо нам мешать жить. Ну, вот так получилось. Я работала, мне 66 лет будет 1 апреля. И что теперь осталось без ничего? Что дальше? Я вложила все свои деньги в недвижимость, а дальше что делать? Ну да, пенсия маленькая, ну и так у всех. Ну да, тяжело положить. За $100 в Болгарии я не проживу? Не знаю, я надеюсь на что хорошее. Мы надеемся, что как-то, может, Бог там смилуется и что оно остановится. Мы сами как бы тоже не знаем, что там, как там, почему так, как бы... Почему брат против брата? Да, ну, почему? Конечно. Потому что русские это же наши братья. Почему кто это организовал вообще? Это вообще бред какой-то. Почему смерти начинаются? Это же страшно. Это 25 Мы никогда не думали, что почему? на нас мы не нападут. Думали, что мы не русские думали. Могут там, ну, не говорят, что, ну, как оккупируют нас, но тоже это же русские. Как русские могут оккупировать? Как это оккупируют? Непонятно. Это же не ну зачем бомбить нас? Ну зачем просто нас бомбить? Города, да, обещали же, что города не будут трогать. Почему сейчас города рушатся? Это ж, ну, это ж вот у нее, это как ее, свекровь, в Вознесенске живет. Были у них русские, зашли, поломали дверь, зашли. Телефоны разговаривать нельзя. Это вот. И кушать хотите, спросили их. Да, но они говорят, ничего нет. не сделали плохо. Ничего плохо не сделали. Они говорят, нет. И они ушли. Как бы мы не знаем.
А наши, вот украинские, вот мне рассказывала женщина, танком запрятались в детский сад. Зачем? В детский сад иди прятаться. Первый день. Остановить эту войну. Не знаем, что происходит. Что с Путиным. Дай Бог, чтобы быстрее она остановилась, конечно. Дай Бог, чтобы все это быстрее закончилось. Спасибо вам огромное за то, что вы вам спасибо, понимаю, что вы нас приняли, сложно. что вы нас приняли, что я понимаю, что мы наехали сюда 25 тысяч человек. Для Болгарии это она сама маленькая, но извините нас, простите, если что-то не так. Болгарам спасибо всем, вы очень дружелюбные, вам большое спасибо за помощь. Спасибо, спасибо. Приятели, това е от първо лице всичко, което искахме да ви покажем. Както виждате, това наистина е братоубийствена война, която никой не може да разбере защо е започнал, кои са интересите на тези, които стоят и дърпат всичките конци, така че който може наистина нека да помогне. Това е единственото може би нещо, което можем да направим в тази ситуация. Единственото, което можем да направим е ние да помогнем. Можем ли вече да спрем? Здесь есть всякие продукты.